Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо у Санчо. Сегодня я приготовлю сочнейший, вкусный, классический, можно сказать, шашлык по-грузински. И расскажу несколько правил, как сделать правильно шашлык на углях. Друзья, много в комментариях начинают писать, что шашлык это чисто баранина. Это баранина без всяких специй, без всего. Мы живем в 21 веке. Для меня шашлык это мясо, хорошо пожаренное на углях. То есть я даже могу назвать шашлык из курицы. То есть это мясо курицы, пожаренное на углях. Мясо из карпа. Я могу назвать это шашлык. Пожаренное на углях хорошо. Да, вы можете продолжать мне дальше писать то, что, это не шашлык. Пускай будет так. И скажу, то, что издревле, конечно же, я не знаю, в каком-то веке считалось, да, то есть мясо, пожаренное баранина на углях, считалось шашлыком. Ломаем стереотипы. Уходим от этого. Друзья, что нравится, какое мясо нравится, делайте из него шашлык, жарьте на углях. Ну, а я показываю, как правильно сделать шашлык из свинины. Поехали и смотрим. Первое же правило. Берем очень много лука. То есть у меня здесь свиная шея. Свиную шею берите. Это первое правило, потому что оно будет более сочнее. Также берем много лука. И первым делом сразу же нарезаем лук полукольцами. Но в принципе без разницы, как вы его нарежете. Нам нужно от лука только получить сок. Поэтому мы его измельчаем. И сразу же отправляем в крупную тару, где потом будем мариновать мясо. Весь лук в крупную тару. Кстати, забыл сказать к первому правилу. Мясо берите, конечно же, свежее. И к свежему мясу маринад практически никакой не нужен. Мы только придаем какой-нибудь необыкновенный аромат и пикантную нотку. То есть вообще мясо можно пожарить даже просто лук, соль, перец. Теперь у меня здесь соль грузинская. Добавляем соль. И лук нужно хорошо помять, чтобы он отдал сразу же весь сок. Лук пока продолжает отдавать свой сок. Берем достаточно много зелени, а именно кинзы. Отрубаем вот эти вот стебельки, которые нам не пригодятся. И мелко измельчаем зелень. И добавляем это все к луку. Теперь берем мясо. Мясо должно быть свежее, не мороженое. Попалось, потом дорежу. Смотрите, идеальные куски мяса это 5 на 5 сантиметров. Можно 4 на 4. Больше оно просто сверху у вас будет уже сухое, внутри оно будет сочное, вы добьетесь того. Либо же здесь будет оно сочное, внутри еще будет не прожаренное. Поэтому совсем маленькие кусочки, они не такие аппетитные. Поэтому 5 на 5 сантиметров самое идеальное. И сразу же отмеряем вот от куска приблизительно 5 сантиметров и нарезаем сначала стейки. А из этого уже стейка нарезаем вот эти вот самые кусочки. Идеальный, хороший кусочек мяса. Отправляем его сразу же сюда. Берем ступу, насыпаем зерна кориандра. И измельчаем. И добавляем его к мясу. И также добавляем черный молотый перец. Можно смесь перцев. Здесь по вкусу смотрите. Друзья, вот здесь вот я добавил всего лишь лук, соль, перец и немного кориандра. То есть это классический хороший шашлык. Опять же говорю, классическому хорошему или вообще хорошему мясу специй практически никаких не надо. Мы добавляем только специи по своим вкусовым предпочтениям. То есть хотите немного остринки, можно добавить перец, чили какой-нибудь. То есть и это не испортит никак шашлык. Вот грузинский шашлык лучше сделать с небольшой приятным вот такой вот кислинкой, послевкусием кислинки. Для этого можно использовать сухое красное вино, либо же хороший
гранатовый сок без всяких добавок. Добавляем буквально 150 миллилитров, немного его сюда. Он не должен в нем плавать. Можно еще чуть-чуть. И теперь вот этот вот весь маринад, у нас начинается дождь, давайте торопиться. Мы хорошо перемешиваем. И запомните, хорошее мясо, если оно свежее, оно маринуется буквально часа 2. Больше мясу не нужно. За это время оно успевает взять в себя все те самые нотки, которые мы сюда добавили. Друзья, прошло 2 часа и начинаем насаживать мясо. Здесь тоже есть ряд правил. Во-первых, очищаем кусочек мяса от лука, потому что лук первым делом будет гореть. И нанизываем мясо на шампура. Кто как, кто говорит по-разному. Кто говорит, что мясо должно быть максимально плотно друг к другу. Кто говорит, чтобы должно быть было расстояние. Лучше делать средний вариант. То есть насаживаем мясо. И посмотрите. Вот. Чтобы и не совсем далеко, и близко. Чтобы здесь мясо друг друга не прижималось и могло более равномерно прожариться. Очищаем от лука и продолжаем насаживать. Друзья, ну а теперь выложили шашлык и начинаем его запечатывать с 2 сторон, чтобы сок из мяса не выходил. Если же жара мало, то берем и просто это все раздуваем опахалом. Жар должен быть хороший. Друзья, а вот он и долгожданный, хороший, вкуснейший просто шашлычок. Обязательно шашлык посыпьте хорошей посыпкой из лука и кинзы. Вот так вот, друзья. Вот этот вот шедевр и есть. Я хотел бы налить бокал сухого красного вина под столь прекрасный шашлык. Друзья, и хотелось бы выпить вот этот вот бокал вина за то, чтобы все мы были живы и здоровы. Чтобы все у нас было хорошо, чтобы мы процветали и добивались своих успехов. Друзья, за вас спасибо большое, что вы с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите нам комментарии. За вас, друзья. Как всегда вы любите, в разрезе. Посмотрите, идеально хорошее прожаренное мяско, сочное. Посмотрите, сок есть, это классно. И грузинский шашлык лучше подать на стол с большим количеством овощей, с хорошей аджичкой. Аджику я делал сам, ну а как приготовить такую аджику, я оставлю обязательно комментарий. И пробуем. Это бомбезно, друзья. Вот такая вот грузинская лепешечка у нас еще тут. Шашлык, друзья, обалденно мягкий, обалденно сочный. С небольшой вот такой вот кислинкой, как раз гранатовый сок придает кислинку и немного размягчает мясо. Ну а сочность — это правильное пожаренное мясо. Друзья, готовьте с удовольствием, отдыхайте вкусно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну я побежал. У меня сегодня гости. До новых встреч, до новых видео. Пока.